Всем привет зрителям, у меня сейчас два аквариума. Это будет про 100-литровый аквариум. На этом канале будет именно такой формат озвучивания. Здесь первая съемка, когда у меня получилось вырастить хоть какой-то более-менее достойный аквариум. Это мой первый аквариум, который был запущен на земле садовой и глине кембрийской. Съемка здесь была 6 лет назад. Опыт выращивания аквариумных растений у меня порядка 7 лет. Здесь вы видите в основном корневые растения. Это первый раз, когда у меня что-то получилось вырастить в аквариуме. Тогда я не применял жидкие удобрения. При внесении жидких удобрений появлялось много водорослей. Здесь я тесты не применял, о параметрах таких, как жесткость воды, концентрация нитратов и фосфатов, понятия не имел. В дальнейшем я стал применять тесты. Здесь показан перезапуск аквариума. Я попробовал применить коряги в аквариуме. Существовал этот аквариум полгода. Аквариум выглядел неплохо, но через полгода все пошло не так. Аквариумные растения, мягко говоря, начали потихоньку выходить из строя. Причину происходящего в аквариуме не знаю, потому что тестов у меня тогда не было. Не могу сказать, какие были параметры. В общем, аквариумным растениям очень поплохело и пришлось сделать перезапуск. Когда все плохо в аквариуме, я всегда делаю перезапуск, так считаю проще. Этот аквариум был запущен на земле с внесением добавок всяких разных. Здесь вы видите аквариум уже после запуска, как аквариум развивался. В этом аквариуме я уже активно применял жидкие удобрения, хоть аквариум и был на земле запущен. Тут вы видите, у меня появились впервые такие растения, как папоротники болбитис и таиландский папоротник ускалистый. Также было много корневых растений в аквариуме. В аквариуме за это время применялись разные светильники, удобрения, калий, нитраты, фосфаты, а также микроудобрения. У меня все самомес. Обслуживание аквариумов было разное, были и большие подмены воды, было и без подмен воды. Конкретно в этих случаях я менял по 50% воды в аквариуме еженедельно. Обслуживание было раз в неделю, делал большие подмены воды. Я выращивал разные растения. Аквариумистика – это постоянный эксперимент, охота попробовать чего-то нового. Аквариумы выглядели в принципе у меня неплохо. Аквариумы я держал с 1987 года, сами понимаете возраст, я не молодой человек. И постепенно я пришел к своей концепции содержания аквариума. И скажу вам так, все попытки применить чужой опыт на своем аквариуме чаще всего заканчивались плохо, по этой причине не даю советов. Растения в аквариуме постоянно менялись, расположение менялось, дизайн менялся, охота постоянно что-то попробовать по-новому, что-то пересадить. И в итоге вы видите такой аквариум. Аквариум 2 года назад переехал на другое место. Появился 200-литровый. Далее обслуживание, параметры воды и размер аквариумов. Длина 80 см, высота 40, глубина 32. Свет. Светодиодная матрица 50 Вт, 6000 кельвинов. Свет включается в 12 часов дня. Выключается в 19 часов, подается углекислота круглосуточно. Вода в кране. Общая жесткость 6, карбонатная 4. В аквариуме. Общая жесткость 6, карбонатная 4. Вношу удобрения 3 раза в неделю. Калий, нитраты, фосфаты. Микроудобрения 1 раз в неделю в минимальных количествах. Все удобрения самомес. Подмена воды. 3 раза в неделю, 10 литров за раз, во время обслуживания. Фильтрация. Помпа с губкой 5 Вт. Вот такая история. Всем спасибо за просмотр.